Labdien! Kārtējās sarunās NRA.lv, kur atkal nav vadītājs vai viesis, bet ir divi viesi, kuri savā starpā pārunā aktualitātes un mēģina būt interesanti arī skatītājiem. Šoreiz mums viesis ir Oļegs Osinovskis, igauņu rūpnieks un arī pietiekoši liels investors Latvijas ekonomikā. Šī saruna notiksies krievu valodā, bet būs arī tulkojumi, un es ceru, ka tas būs interesanti cilvēkiem paklausīties. Добрый день, Олег. Добрый день, Филипп. В первую очередь я хотел спросить, так как я не хотел бы представить, что все знают. Лучше всего это когда надо рассказать, если кажется, что все знают, оказывается, никто ничего не знает. Я хотел, чтобы вы рассказали то, каким бизнесом вы в Латвии занимаетесь и какие ваши инвестиции в Латвии, чтобы понять, чтобы зрители понимали, тот объем работы, который вы ведете в Латвии. Немножко странно, я думаю, что я в Латвии все-таки не совсем такая терра инкогнита. Кто-нибудь меня знает. Наверное, из тех известных предприятий, которые знают латвийские люди или зрители программы, это Даугавпилский локомотиво-ремонтный завод, который мы приобрели. Это крупнейший в Европе локомотивно-ремонтный завод, на самом деле. И с историей 160 лет уже. И все эти годы он работал, ни дня не прерывался. Мы приобрели его в начале 2000-х годов, так что это уже почти лет 20, как мы являемся акционерами этого завода. Дзинтерс, это в помещениях которого мы сейчас находимся, в общем-то, где находится НРА. Это тоже, я думаю, известная марка, и тоже там почти 160 лет или что-то больше даже уже. И также мы построили последние 3 года 2 новых завода. Это завод по производству битумной эмульсии. Это крупнейший сейчас в балтийских странах завод по производству битумной эмульсии. Раньше Латвия закупала битумную эмульсию из Эстонии и из Литвы. Сегодня она экспортирует, например, ее. И второй завод по производству полимерного битума, который тоже находится здесь, на Малу 30. Это, в общем-то, тоже уникальная технология. Мы сегодня экспортируем этот битум. Так что, из таких крупных предприятий, наверное, 4. И довольно много компаний, которые... У нас около 10 компаний в Латвии, на самом деле. Те, я сказал, известные, наверное, эти 4. В СМИ очень часто, особенно в латвийских бизнес-СМИ, часто можно читать, все плохо, здесь инвестировать совершенно неинтересно, совсем бизнес-среда просто катастрофа. И тут вдруг вы с таким объемом производственных инвестиций. Это не просто какие-то компании, это производственные инвестиции. Я думаю, что зрители должны понимать, это сразу совсем другая ответственность, большое количество людей, большие активы. Это всегда, это не просто открыть СИА, это надо, и чтобы построить такие предприятия, надо оборудование, это большие капиталы достаточно, которые привязаны к Латвии. Что в основании того, что вы эстонский бизнесмен, почему вы в Эстонию, может быть, не построили битумный завод, а например, построили в Латвии? Что вас притягивает сюда как инвестора? Наверное, надо начать с того, что я инженер по образованию. Я всю жизнь занимался железной дорогой. Я доктор технических наук. И железнодорожная отрасль — это мой любимый ребенок, так скажем. И если говорить про Прибалтику, то на самом деле все инженеры, техники, вообще все, так сказать, ноу-хау железнодорожное было всегда в Латвии. Ни в Эстонии, ни в Литве его как не было, так и нет. Латвия была крупнейшим, даже, я скажу, по меркам мира, мировым центром, так сказать, железнодорожного локомотивостроения, или просто железнодорожного подвижного состава. Например, если возьмем великий РВР, который он выпускал 600 вагонов в год, работало 6 тысяч человек. Это был один из крупнейших в мире заводов. И по уровню технологий он был тоже один из первых в мире. И в этом смысле, поэтому научные, даже не научные, а, скажем, люди, которые умеют и понимают, как строить подвижное состав, как его ремонтировать и как им заниматься, они, конечно, все были в Латвии. Поэтому ноу-хау было все в Латвии. Поэтому было логично, что я пришел со своей идеей именно в Латвию и приобрел именно в Латвии завод, где были все эти компетенции.
Почему вот сравним? Вот ваш Даугавпилский завод 20 лет работает, и все нормально. Как бы. А РВР, 160 лет работает. не, 160 это как бы в вашем хозяйстве 20 лет. 160 там были другие хозяева, посередине была советская власть. А, а вот РВРа нету больше. Вы знаете, я бы сказал так, знаете, все про и поставил бы 3 точки, да, надо тоже уметь. Вот очень хороший пример, это пример, например, «Шкоды». РВР превосходил «Шкоду» по всем технологиям на окончание, скажем так, советского времени. «Шкода» по сравнению с РВРом была такой маленькой мастерской, где, не знаю, там 2 человека крутили гайки. Но, тем не менее, сегодня «Шкода» — это мировой производитель. Сегодня латвийские граждане ездят на «Шкодах», на поездах «Шкодах», на трамваях «Шкодах», на электропоездах «Шкодах». Значит, а РВР, это великий РВР, его нет. Это вот есть вопрос понимания, что ли, политического или государственного понимания, так сказать, экономики. Что сделала «Шкода»? Если не так, что сделало чешское правительство? Все заказы для чешской железной дороги, для городов и так далее отдавались прямо «Шкоде». И «Шкода» имела все эти заказы. На этих заказах она перестроилась, научилась, развилась. И на сегодня мировой производитель и огромный экспортер. А в Латвии, как вы знаете, вместо того, чтобы заказать трамваи на своем РВРе, заказывали трамваи в «Шкоде». Ну и там, где мы сегодня, там и находимся. Так же и с поездами. Не, ну что интересно, я хотел бы напомнить, что «Шкода», трамваи у нас это не с 90-х. Это я еще с детства помню. У нас всегда были в Риге, например, трамваи от «Шкоды». И это интересно само по себе, почему в советское время трамваи «Шкоды» были в Риге, а не Весты РВРовские. РВР ведь тоже трамваи производил, они куда-то вывозились. А в Даугавпилсе были РВРовские. Это было в рамках, так сказать, социалистической кооперации, довольно странные схемы, да, они такие были. Но окей, это было тогда. Но когда Латвия стала независимой, или, так сказать, восстановила свою независимость, там не должно было быть альтернативы. Конечно, местный производитель должен был получать все заказы. Ну ладно, хорошо, это по поездам. Но Дзинтерс, это же так далеко от паровоза или строительства подвижного состава. Дзинтерс. Здесь совпало несколько факторов. Дзинтерс у меня с детства остался как такая, невероятно хороший бренд, так назовем. И когда он оказался в трудностях, оказался в банкротстве, я подумал, что это моя миссия, я должен его спасти. Это нельзя, чтобы, так сказать, мое детское воспоминание исчезло. И это был один из факторов. А второй фактор, конечно, у меня в Дзинтерсе, у Скинес группы в Дзинтерсе очень хороший партнер. Вот Анастасия Удалова, которая взялась, и она, в принципе, не то что возродила Дзинтерс, она привела его совсем новым уровнем и новым высотам. Ну и как дела идут у Дзинтерса? Ну, как дела? В прошлом году произвели более 3 миллионов штучек, всяких там штучек. Нью-Йорк Таймс признал в прошлом году одну из зубных паст Дзинтерса как открытием года и тренд года. Причем без всякого лобби, без всяких там... Мы даже не участвовали в этом конкурсе. Сегодня зубные пасты Дзинтерс, это, я думаю, это бестселлер, и весь мир ими пользуется уже, так сказать, очень хорошие продажи и так далее. Но мы целимся обогнать L'Oréal. Хорошие цели. Ну ладно, и тогда в общем, так, ясно. Железная дорога это потому что это ваша любовь. Дзинтерс это как бы воспоминания детства. Битумен и полимерный битумен. Мы довольно много работали в этой области, наша компания, они его продавали, использовали и так далее. И на какой-то момент было понятно, что это пустая ниша в Латвии. Окей, значит, 4 завода, есть свежие инвестиции, есть постарше, то есть... А вы никогда не хотели уйти из Даугавпилса, продать его к чертовой матери и все? И все. Незачем. Потому что к чему я тяну? Я тяну к тому... к рассказам многих
местных, это даже не бизнесмены, это псевдобизнесмены, которые достаточно неудачные, и тогда рассказывают, ну, все тут плохо, тут государство не помогает, все, ну, все горит оно за голубым пламенем, я отсюда уезжаю, поеду куда лучше, ну, в Эстонию, или в Литву, или в Польшу, или я не знаю куда. А вы вот 20 лет один завод, потом следующий завод, тут еще 2 завода. Все-таки что же тут то, что притягивает вас, и то, почему, например, это не происходит, ну, почему вы, или у вас в Эстонии тоже так же прирастают инвестиции? Ну, во-первых, я отвечу на вопрос, почему не хотели продать. Ну, продать любовь нельзя. Да, это что это вообще будет тогда, если мы будем торговать? Ну, это же То, бизнес, что... ну, мы бизнесмены. Нет, нет, неправда. Вот этот подход, что... Я говорю про большой бизнес. Что большой бизнес– это только прагматичные деньги, неправда. Неправда. Вот сегодня в нашем кругу, ну, скажем так, крупного бизнеса, там энтузиастов и, так сказать, людей, которые все-таки делают бизнес ради какой-то идеи, миссии, ну, я бы сказал, большинство. Это неправда. Это первая вещь. По поводу Латвии. Знаете, это тоже неправда. Латвия прекрасная страна. В Латвии работящие, честные, способные люди. И делать бизнес в Латвии на самом деле легко. Это неправда, что в Латвии все плохо. Это такой расхожий штамп, но это не так. И что там латыши все жулики и все остальное, там и работать невозможно. Неправда. Все не так. Поэтому я бы сказал, что мне в Латвии легко делать бизнес, и мы все эти годы не сталкивались ни разу ни с одной большой проблемой, ну, с точки зрения, там, скажем, там, не знаю, там, общения с государственными органами и так далее, которая действительно была бы большой проблемой. Ну, маленькие всегда есть, но это нормально. Мгм. Поэтому не так. Латвия все в порядке. Да, в Латвии есть что поправить обязательно, как везде. Вот, но это Латвия одна из тех стран, где бизнес делать удобно, легко и просто. Но людей везде не хватает. Людей везде не хватает. У нас тоже демография, ну, во всей Балтии демография идет как бы вниз. А вы открываете производственные мощности, где нужны люди. Ну, там везде нужны люди. Это больше, чем, например, если открыть, ну, контору по кредитованию в онлайн. Там меньше народу нужно, чем, например, производить железную дорогу, ну, составы или поезда, или производить косметику, или производить битумен. Ну, любое то, о чем вы говорите, вы рассказываете. Как вам кажется, вот как это будет влиять на ваше предприятие в будущем? Или это не будет, и вы будете автоматизироваться, или как? Э, Что-то можно автоматизировать, конечно, особенно на Дзинтерсе, например, да, то есть новые линии, упаковочные линии, новые линии, скажем, там, разливочные и так далее, там их можно оптимизировать, там, где работало, там, не знаю, 4 человека, будет работать 2, да, это можно, это правда. В некоторых вещах невозможно автоматизировать, например, в ремонте локомотива автоматизировать невозможно, да, поскольку там ручная работа. Почти то же самое и в производстве, то есть, ну, как вы знаете, мы сделали там новые трамваи вот для Даугавпилса, сейчас мы тоже планируем участвовать в тендере на модернизацию и производство новых трамваев. В Таллине мы думаем, что будет Даугавпилс объявлять конкурс на Мгм. новые трамваи, Рига будет на новые трамваи, сейчас будет Таллин объявлять на новые трамваи. Мы будем участвовать в этих всех конкурсах. Ну, если повезет, то выиграем и будем производить. Как новые, так и модернизацию старых. Потому что это тоже одна из таких вещей. Вот люди этого, ну, да, я думаю, должны знать. Если мы говорим, что надо сохранять мир, разумно тратить ресурсы и меньше делать воздействие на окружающую среду, мы должны, в общем-то, модернизировать те вещи, которые еще могут работать. Потому что нет ничего... Ну, выбрасывать трамвай, который, ну, не знаю, там, которого тележки еще могут ходить, например, еще там 30 лет, это ну, расточительство. Их надо просто отмодернизировать, он будет такой же, как новый. И люди даже не почувствуют, что он модернизированный. Поэтому вопрос с людьми, да, с людьми всегда проблема. Всегда проблема, но я бы сказал, даже больше проблема не самой, ну, скажем так, рабочей силы. Уровень рабочей силы в Латвии очень высокий. То есть люди способные, люди образованные, поэтому этой проблемы совсем нет. Есть проблема, наверное, больше с инженерами, есть какая-то проблема, наверное, с коммерсантами, ну, скажем, таким с высшим уровнем талантливых людей. Вот они уезжают в основном, которые, или скажем, не приходят к нам. Так, проблема есть, конечно.
Но вот сейчас у нас в планах построить большой завод по производству упаковки. Это около 30 миллионов инвестиций. Она сейчас у нас стоит. Сейчас, так сказать, банки ждут там некоторых событий, после чего, наверное, все-таки мы этот завод начнем строить. В Латвии сегодня масса производств использует упаковку. Мадара, Дзинтерс, Гриндекс, Олен Фарм и так далее. То есть и много-много других. Вся упаковка сегодня импортная. То есть это или польская, или украинская, или китайская. В основном китайская, скажем так. И мы сегодня видим, что потребности даже Латвии, ладно, Латвия не будет основным, конечно, все 100% потреблять эту упаковку, но мы видим даже здесь большой спрос. И мы хотим построить серьезный большой завод, суперсовременный, 30 миллионов евро инвестиция, и производить упаковку здесь на месте в Латвии. Возможно, это будет здесь же на Малу. Это большая инвестиция. Хорошо. Сколько процентов будет уходить на экспорт, как вы думаете? Ну, вот это сложно сказать, потому что мы пока еще до конца не сложили концепцию этапов. Строить сразу большой или будем строить поэтапно. Поэтому, если он будет в конечном варианте, там, не знаю, там 90% идет на экспорт. Это много. У Даугавпилса 95% экспорта. 95. Понятно. У Дзинтерса, я думаю, 70%. Так что мы экспортно-ориентированные компании, и как раз мы те, которые приносят деньги в страну. Не выносят деньги в страну, как, не знаю, там, торговцы автомобилями, да, купили в Германии, здесь продали, вот тебе и, так сказать, салон Мерседес, да. Но мы как раз приносим деньги в страну. Это ограниченное, но есть понятие, что экспортеры — это и есть главное, откуда появляются деньги. Потому что деньги нигде не, они в бюджете не появляются, в налогах и не появляются, они появляются вот только от экспортного производства, когда оно прибывает. Остальное все убывает. Знаете, Филипп, вот вы умный человек, вы это знаете, а большинство людей говорят, да какая разница? Это же экспортеры, импортеры, какая разница? Это те же люди, которые говорят, что получают зарплату в государственной должности, говорят, я же плачу налоги. Плачу налоги. Откуда вам платят налоги? Потому что это уже от налогов. Это шикарно. Когда чиновник называет себя налогоплательщиком, это шикарно. Это просто... В какой-то мере он платит налоги со своих доходов, но, в общем-то, это все те же налоговые деньги, все те же деньги экспортеров. Но вот насчет упаковки вы очень хорошо затронули тему Китая. Вот сейчас мы видим эту всю тарифную войну Америки с Китаем. И тут начинается обеспокоенность европейцев, что куда Китай денет свое на произведенное, если он не будет экспортировать в Америку. Конечно, он будет искать другой рынок, но европейский рынок, он еще больше, чем американский рынок, что они будут наполнять европейский рынок, просто сбрасывать товар. Им надо превратить товар в деньги. Да, они могут даже готовы быть к убыткам. И так далее. Как это может повлиять? Вот вы достаточно уверенно говорите о инвестиции в этот упаковочный бизнес. И с другой стороны, этот навес китайской конкуренции, китайского дешевого товара. Я совершенно согласен. Проблема Китая, на самом деле, и то, с чем борется, в общем-то, Трамп, если так по-честному, это в том, что это государственная экономика. И вот там вопрос ценообразования, он не является рыночным. Это вопрос, как, так сказать, Центральный комитет Коммунистической партии, как он там называется у них, да, сказал сделать, да. Если сегодня они хотят продавать сталь, они доплачивают за каждую тонну стали, там, $100 из бюджета, только продавай и так далее. Поэтому поскольку вопрос ценообразования не рыночный, то мы, конечно, все время зависим от этих решений. То есть как поступит Коммунистическая партия, что она захочет делать. Это риск существует на самом деле. Поэтому и существуют антимонопольные различные организации в Евросоюзе, которые смотрят, что если уровень цен не соответствует рыночному, это такая датированная история, тогда ставят пошлины. У вас бизнес в нескольких европейских странах. Эстония, Латвия, и в каких еще? У нас Skines-группа работает в 17 странах постоянно, а так эпизодически в 20 с лишним странах. Так что у нас более 50 компаний входит в Skines-группу. Бывало уже, что вы использовали или воспользовались тем
теми возможностями, которые дает европейским предприятиям европейская бюрократия вот в борьбе с конкуренцией нечестной, например, со стороны Китая или вот каких-то таких антидемпинговых мероприятий? Нет, мы не используем. Но вы знаете, у меня еще есть какая-то такая, как сказать, праволиберальное, что ли, понимание. Во-первых, государство нам ничего не должно. Вот этот разговор «государство должно помогать», не должно. Это вот мое глубочайшее убеждение. И вторая вещь, я все время говорю своим всем менеджерам, если есть возможность не работать с государством, не работайте. Мы не должны создавать, ну, даже не так скажу. Знаете, вот я никогда не инвестировал в криптовалюту. Принципиально. Никогда. И очень понятный принципиальный ход. Почему? Я не хочу разрушать финансовую систему мира. Вот не хочу. Это, да, выгодно. Да, мы там в самом начале, когда были, там, не знаю, там биткоин стоил там $4, можно было покупать, и все мои там знакомые купили и так далее. Ну, все не все. Мы не покупаем. Я не, принципиально не покупаю. Я считаю, это разрушает тот мироздание, который я себе сам напридумывал, построил, или в котором я хочу жить. Вот такая же история с государством. Я считаю, не должно быть так много государства, не должно быть государственных компаний, не должно быть вмешательства государства. Вообще государство должно быть настолько тонкое, не должно лезть ни в какие вещи, и мы не должны лезть никуда. Они должны нас защищать, армия, охранять, как полиция, не знаю, лечить, как врачи, и учить, как учителя. Все, на этом вопрос заканчивается. Все остальное не должно быть у государства. Нет. Насчет криптовалюты я бы удивился, если вы говорили, что мне нравятся криптовалюты, потому что очень редко, по своему психологическому профилю мы видим, что в криптовалюты вкладывают те, которые вкладывают в заводы по производству битума. Это как бы человек осязаемых вещей. Крипто — это очень неосязаемая вещь, она эфемерная. Тут сразу вспоминается история, наверняка знаете про луковицы. Первый кризис в Голландии, когда 300 лет назад. Тюльпанов. Они вкладывали в луковицы. Чем луковица от крипто отличается? Только тем, что луковиц хоть можно было посадить. И красивый тюльпан вырастет. Крипто даже посадить невозможно. Но все равно людям всегда нужно что-то такое, и потому они этим занимаются, потому что это вопрос. Я даже думаю, что крипто, она где-то может быть связана, сравнима с религией. Потому что те люди, которые вкладывают в крипту, они это такие религиозные ощущения у них по отношению к крипте. Ну ладно, говоря по Европе, у меня была тут возможность насчет этих старых трамваев. Вот тут я совершенно согласен. Был только что на конференции в Милане трамваи есть ультрасовременные, и еще ходят такие, как у нас вот трамвайчик 1901 года. У нас он один и для развлечения ходит по Риге, а там они реально ходят по Милану, и никто не вопит, что это старые трамваи. Они часть этой системы. И, может быть, это и правильно, потому что они уже давно с точки зрения среды окупились 100 раз. Знаете, Филипп, вопрос внешнего вида трамвая – это вообще простейшая вещь. Вот мы можем сделать трамвай старый, в дизайне будет ультрасовременным. Можем, наоборот, сделать современный трамвай в дизайне ретро. Это самая простейшая вещь, это внешний облик. Самая простейшая вещь. Мы говорим, в принципе... вообще, на самом деле, трамвай очень простая вещь. Это тоже надо признать. Как трамвай, как электропоезд. Ладно, он чуть посложнее, чем утюг, но, в принципе, очень простой. То есть уровень квалификации, компетенции в Латвии сегодня позволяет делать эти трамваи легко. Это не вопрос. Да, они не будут дешевле, чем другие. Это тоже, это иллюзию, что если мы будем производить сами, они будут дешевле. Не будут. Потому что все собирается из, в принципе, одинаковых комплектующих. Ты купишь тележки, не знаю, там в одном месте, двигатели в другом месте, там провод в третьем месте. И все так делают. Поэтому он будет примерно стоить столько же, но это будет твой трамвай. У тебя останутся все налоги здесь. Здесь будут рабочие места, рабочие силы. И вокруг одного места машиностроения остается 3 дополнительных места вокруг, которые их кормят, обшивают, одевают, подводят им дороги и так далее, и так далее. Поэтому это собственное производство машиностроения, это крайне выгодно для любой страны.
Не, ну вы тут противоречите, значит, это будет дешевле тебе. Потому что, в конце концов, ведь клиенты больше всего это самоуправление. Ну, кто покупает поезда? Ну, государственные предприятия, ну, это чаще всего железные дороги принадлежат государству, трамваи покупают муниципальные предприятия, которые оперируют ну, муниципальную инфраструктуру. То есть, если ты, например, в Даугавпилсе строишь трамвай для Даугавпилса, уплачиваешь все эти налоги, все-таки это, в конце концов, это намного, ну, это все-таки дешевле, потому что это часть этого трамвая, ну, тех денег, которые ты затратил, они возвращаются обратно в бюджет разными платежами, разными видами. Если ты уплачиваешь куда-то за границу Шкоде, тебе приезжает трамвай, привозят, и все. Ну, это вот рассуждаете. Так должен стать премьер-министр. Ну, да? Так должен рассуждать премьер-министр. Как он рассуждает, мы не знаем, но так должен. Но если вы производите трамвай, например, в Даугавпилсе для Риги, Риге от этого ни холодно, ни жарко, потому что все налоги остаются или в Риге, или в государстве. Это не ну, как бы общегосударственный Ну, государство, да. То есть конкретному мэру рижскому ему все равно. То есть так построена система, это может и неплохо, на самом деле, построено. Просто она так построена, что да, произведенные в Даугавпилсе трамваи выгодно для города Даугавпилса, потому что налоги, все остальное, все очень хорошо. Но произведенные в Даугавпилсе трамваи для Риги, рижскому мэру, как я сказал, все равно. Но для страны нет. Поэтому этот вопрос как раз должен быть вопрос правительства. И это должна заботиться премьер-министр о том, чтобы ни одно евро не уходило в Чехию. Ну ладно, а как же это, там не конкуренция, в Евросоюзе все должны быть одинаковые, там условия и так далее, и так далее, и далее. Как же с этим? Кстати, чехи сейчас все покупают только Шкода, или у них тоже не шкодовские продукты на их железных дорогах? Я бы сказал так. Они проводят тендеры, как положено, но почему-то выигрывает все время Шкода. Как неожиданно. Да, вот неожиданно. Почему-то в Чехии все время выигрывает чешская компания. И когда возьмите швейцарскую, допустим, Швейцарию, да, где Стадлер. Не все выигрывают, кстати. Вот тут я с вами поспорю. Они проиграли у себя дома. Там было такое, потому что... был скандал, что как так, Штадлер, и в Швейцарии не Штадлер. Точно, Филипп, вы это хорошо знаете про Штадлер. Именно поэтому и был скандал, но Стадлер привык, что он выигрывает все время. Поэтому в какой-то момент, ему дали по носу, конечно. То есть надо все-таки быть рыночным в этом смысле. А вы можете сказать, где вы выиграли еще с Даугавпилсом в Европе? Вы имеете в виду по трамваям? Да-да-да. Мы впервые в жизни... Даугавпилс никогда не строил трамвай. Никогда. Okay. Последний трамвай был построен Ригой в 80-х годах. Да, я помню, такие квадратные. А мы вообще не строили никогда. Поэтому это был первый самый опыт с этими трамваями. И вы знаете, это же еще вопрос, как построены тендеры. Это тоже была целая история. Как мы получили этот тендер? Потому что во всех условиях тендера всегда стоит опыт производства этой вещи. А ты никогда его не делал. И у тебя нет шанса туда прийти. Тебя даже не допускают до тендера? Конечно, просто не допускают. И мы реально занимались с Министерством финансов и с государством. Говорили, если у нас не будет опыта, мы никогда не сможем участвовать. Этот пункт, он ничего не дает государству. Пусть участвуют все. С опытом, без опыта. Выберут потом уже лучшие по цене. Это уже... Зачем ограничивать конкуренцию? Но если посмотрите, во всех тендерах государственных везде стоит опыт, опыт, опыт и опыт. И таким образом ограничивается конкуренция. Всегда играют одни и те же, которые, как всегда, богатые становятся еще богаче, а бедные никогда ими не станут. Это европейский принцип, что должен быть опыт. Ты без опыта. Нет. Например? Нет. Вы можете условия писать, эти любые. Опыт не является критерием для европейских так сказать, тендеров. Нет, не так. Ну тогда... Почему ставят? Да. Я скажу вам, почему. Это ограничитель конкуренции. Я скажу вам, почему ставят. Потому что вот вы, допустим, начальник там пассажира Вилсонс. Сейчас он по-другому называется, допустим, да? И вы делаете конкурс на поезда. И вы не ставите опыт. Тогда придет какой-нибудь Сидоров и выиграет. А вдруг он не поставит эти поезда? Или они будут плохие? Или они будут ломаться? Или что-нибудь еще? Он отвечает. А так он берет... Насчет ломаться, поезда, вы это затронули. Согласен. Совсем так затронули. Это мы помним, что происходило в Эстонии со Штадлерами, мы помним, что происходило со Шкодами в Латвии, потому вот кого-то, человека X без опыта, там по-всякому может быть. Но все-таки тогда я понимаю, что вы получили какой-то,
кто-то расслышал вас в латвийской Да, да, как да, бы да, именно так. структурах, что надо сделать так, чтобы, может быть, и не надо опыт. Потому что, ну, ясно, если у вас завод, который производит 100, сколько вы говорите, 160 лет. 160 лет, ну, я допускаю, что он может произвести и трамвай, и поезд, и, ну, может быть, с самолетами будет ограниченные возможности, но это, конечно, не просто так, что это если бы я пришел, сказал, я вам построю поезд, это будет дешевле. Мы не говорили, что дешевле. Мы сказали, Ну, или лучше. мы сказали, что мы построим, Мгм. он будет такой же. Ну, лучше тоже очень условная вещь, как мерить там, это лучше, да. Но он будет хороший трамвай, и мы построим, это будет местный свой трамвай, который мы будем всегда обслуживать, мы всегда будем ремонтировать, все деньги будут оставаться здесь. Это же еще вопрос дальнейших денег. Вот сейчас мы купили «Шкоду», это значит следующие 50 лет все деньги за ремонт, обслуживание, все будут уходить в Чехию. То есть латвийский налогоплательщик будет и дальше отправлять все эти деньги. Также с трамваями «Шкода» и все остальное. Вот эту вещь тоже нельзя забывать. Сама цена покупки не всегда является конечным расходом. Не всегда. Ладно, значит, есть еще один вопрос, который я хотел обсудить с вами. Значит, был с коллегами, общался на конференции, мне из Венгрии коллеги рассказывали такую интересную ситуацию, которую мы не видим в Латвии с точки зрения бизнеса, что вот, с одной стороны, как бы у них очень прагматичное правительство, они все время такие прагматики, мы видим, что даже в своем прагматизме уже дошли до такой очень глубокой любви с Россией в этой ситуации, которая, ну, такая, Евросоюзу больше неприемлемая, чем приемлемая, но в результате этого бизнес уходит из Венгрии. То есть там инвестиционная среда ухудшается, несмотря на то, что правительство очень говорит о прагматизме в отношениях с бизнесом, притягивании инвестиций, а инвестиции оттекают. Это так говорят мои коллеги, что, ну, там бизнес становится все слабее, они как бы замещают это какими-то государственными инвестициями, они тут кокетничают, ну, тогда уже с Китаем. Ну, то есть у них ситуация вот, что этот режим, он приходит в какое-то противоречие все-таки с тем, что он говорит, то есть бизнес-среда ухудшается, несмотря на все заявления о прагматизме в бизнес-сфере. У вас тоже бизнес в Венгрии, да? Да, это одна из стран, где мы активно работаем. В Венгрии у нас в Венгрии несколько десятков локомотивов наших работает. И причем это локомотивы как раз, по-моему, даже они принадлежат Даугавпилскому заводу. Я думаю, даже это латвийский бизнес. Я могу ошибаться, но, по-моему, даже так. Значит, и у нас там депо в Венгрии. Мы обслуживаем, ремонтируем и, так сказать, даем в аренду локомотивы. И у нас, ну да, у нас в Венгрии довольно хорошая, скажем так, история. Ну, какое ощущение в бизнесе? Как вам кажется, вот эта политика, которая в Венгрии проводит, как она влияет, в общем, на бизнес-среду в Венгрии? Ну, сейчас, безусловно, ситуация ухудшается. Или, ну да, правильно сказать, ухудшается. Это же вопрос всегда ощущения инвестора. Это я вот тоже хотел, наверное, эту вещь пару раз сказать. Ну, то есть, почему сегодня иностранцы не инвестируют в Латвию или в Эстонию? Совершенно понятно. Зачем? Вот ответьте мне, зачем, да? То есть поставить свои инвестиции, не знаю, там, на границе с Россией и подвергнуть их риску. Потому что уже country-риск в этом смысле, он ну, совсем другой, чем он был там раньше, до войны. Зачем? Есть огромное количество стран в мире, где можно делать такие же инвестиции. Чем мы лучше, чем все остальные? Поэтому сейчас инвестиции в Прибалтике – это инвестиции местных предпринимателей. Основные. Опять же, почему? Потому что мы здесь живем. Нам некуда идти, нам некуда бежать и все остальное. Мы все равно будем защищать свою страну, мы будем здесь, и поэтому мы тратим деньги, и мы развиваем эти страны, и мы будем здесь жить, и нам некуда деваться. Поэтому это как бы вопрос, ну, country-риска. Также теперь скажем про Венгрию. Такая же история. Если ты лояльная, интегрированная, идущая, скажем так, со всеми, разделяющая все ценности Европейского Союза, и наши в том числе ценности, страна, конечно, инвесторы туда приходят. Но если сегодня правительство ведет себя, не знаю, там, нет свободы прессы, например, да, суды, например, являются зависимыми, политика идет в противовес или там, в противоречие с ценностями Европейского Союза, зачем инвестору туда вкладывать?
Это зачем? Можно пойти в другую страну, в ту же Чехию, например, там, с Венгрией рядом, там, или в Австрию и так далее. Поэтому мы чувствуем, что сегодня, например, в нашей отрасли, скажем, объем бизнеса уменьшается, да, в Венгрии, объем бизнеса. То есть инвесторы не развивают, не инвестируют. Вся же борьба в мире за инвесторов. Вот все эти государства ничего хорошего сделать не может, как и не должно делать. Мы должны получить людей, которые готовы поставить деньги, и которые умеют что-то делать. Это тоже еще важно. Даже деньги не так трудно найти. Нужны те, которые готовы взять риски и умеют что-то сделать. Тут интересная такая ситуация. Первое, я встречался с коллегами из Израиля. У них инвестиции все равно текут, несмотря на то, что война. Это вообще очень интересный феномен, Израиль, который может воевать. Но они все время воюют. Они воюют беспрерывно. Там есть какие-то паузы небольшие, но там они воюют. И это как бы не ограничивает их возможности экономически расти. Потому что Израиль развился очень, очень мощно. И тут, я думаю, нам надо очень учиться, чем быть лучше других, несмотря на то, что мы совсем недалеко от линии фронта. Потому что если смотреть, мы смотрим далеко там Украина. Если смотреть со стороны Австралии, так это же тут, совсем близко, там 700-800 километров, и там линия фронта. И это поиск ответа на то, а почему в Латвии? А вот почему в Эстонии? А почему не в Венгрии, например, или не в Чехии, или не в Словакии? Я думаю, это такой беспрерывный процесс. И, может быть, в этом случае, знаете, как надо адаптироваться. Как бронепоезд можете сделать? Конечно. Я говорю, то, что мы производим сегодня в Даугавпилсе, то есть наши модернизации, не знаю, там мы производим платформы для перевозки ядерного топлива, мы производим такой уровень технологий по локомотивам. Мы сегодня являемся, безусловно, самым развитым и самым компетентным машиностроительным предприятием в Прибалтике. Это точно. То есть такого уровня технологий и все остальное больше нигде нет. Поэтому нам сделать практически любую машиностроительную вещь, скажем так, трамвай много проще, чем локомотив, да, чем тепловоз. Это совсем не проблема. Я не уверен, что бронепоезд в современной войне как-то можно... Как Россия там гоняла бронепоезда. Как-то можно использовать. И я не военный, поэтому я не могу комментировать. Может быть, но мне кажется, что пришло время дронов, а не танков. Это мы видели прошлые дни, как дроны и фуры и дроны. Как оказывается, дроны можно привезти на фурах. И, в общем, такая инновация неожиданная. Я бы сказал, что эта операция, она точно сравнима как раз по Израилю, с израильскими, когда они всем выдали пейджеры, которые нужно 2 руками нажимать. Это просто фантастическая операция. Они не выдали, они продали. Продали. Это самое главное. Это есть там, где нужна наша смекалка и выдумка, чтобы и инвесторы к нам шли. Я думаю, что тут есть все возможности. Потому что все-таки есть беспрерывная конкуренция между Латвией и Эстонией, и Латвией и Литвой, Эстонией и Литвой. Там как инвесторов к себе как бы подтянуть, как помочь, чтобы инвесторы здесь инвестировали. И тут я совершенно согласен, что инвестиции — это самое главное пока что, чтобы вообще могла страна развиваться. Но если у вас в Литве тоже есть какой-то бизнес? Да, у нас в Литве довольно много работает наших вагонов, локомотивов и так далее. У нас есть бизнес с большими компаниями литовскими, но я бы сказал, что если говорить про Прибалтику, да, то есть мы как-то чувствуем в Эстонии, латыши для нас как-то совсем такие близкие, понятные, такие практически родственники. Чего нельзя сказать про Литву. Мы их менталитет все-таки совсем не понимаем. То есть я не буду ругать их там, но большинство неудач, какие у нас были, они были именно в Литве. То есть мы просто не понимаем этот народ. Это надо признать. Это интересно. Это, знаете, как... У меня коллега эстонские, в 90-х было очень популярно, они открывали пиар-агентство в Риге. Я все время удивлялся, чего они тут открывают, эти агентства? Это же, и они, конечно, все и закрыли эти агентства после того, как деньги кончились. Потом шло время, я с ними познакомился, и они мне рассказывали
Так, ну, они уже потом шутили над собой. Ну, когда у нас появляются лишние деньги, мы едем в Ригу, открываем бизнес, там теряем эти деньги, потом возвращаемся в Эстонию опять зарабатывать. Но, слава богу, у нас с Литвой не так. Наши больше потеряли в Украине деньги, чем у нас всегда амбиции побольше. Но вот у вас бизнес в Литве. Сейчас мы видим, за последние годы Литва вырвалась вперед всей Балтии и в инвестициях, и рост экономики. Вот как человек, который там работает на этом рынке, вы можете объяснить, в чем заключается вот рецепт удачи Литвы по сравнению с Латвией и Эстонией? Ну, все-таки я не такой всезнайка, я не Не, могу... не надо знать, мне надо Я, ощущение. я, Вы я, бизнесом я, занимаетесь. я не могу это точно объяснить. Знаете, вот для меня всегда это вопрос ощущения предпринимателей, да. Вот если сегодня, вот возьмем Грузию, например, мы очень много работаем в Грузии и так далее, это очень хороший пример. В Грузии сегодня ощущение, что воткни палку и будут расти деньги. Да, то есть в Грузии строятся заводы, не знаю, там в огромном количестве, дома, прочее. То есть в Грузии там 10% там, рост экономики, да, в год. То есть сегодня ощущение, что все будет хорошо и будет очень хорошо. Будет ли так или не будет, это даже не важно. Деньги тратятся сегодня, и экономика развивается сегодня. Вот это ощущение, что все будет хорошо. И когда такое ощущение есть у всех, у людей, которые не покупают квартиры, и тогда начинают строить квартиры, да, или покупают телевизоры, значит, производят телевизоры. У бизнеса, который знаешь, он может продать, потому что ощущение есть такой эйфории, что все будет очень хорошо. И вот это ощущение, видимо, в Литве есть, а у нас, видимо, его нет. Вот только так. Но это только моя догадка. Это больше ощущение, что будет рост, и еще рост, и еще рост. Ну ладно, Это а как с Грузия? акциями. Ну ладно, а Грузия? Ну, Грузия, они, с евроинтеграцией у них там, ну так, скажем так, ну, политически, но нельзя сказать, что у них, ну, там, протесты и после выборов, и все это такое бурление. Я не так, чтобы в деталях слежу за Грузией, но они выглядят, что они все-таки, ну, медленно, шаг за шагом превращаются в сателлит все-таки России. Совсем этого... Это ошибка. Это такой нарратив, который сегодня, ну, скажем так, не очень талантливые политики пытаются продать, что очень удобно все свалить. Ну, значит, если не хотят слушать, как мы хотим, значит, это Россия. Нет, неправда. То есть ни в коем случае Грузия не идет в сторону России и не хочет быть Россией. Половина из них не разговаривает в правительстве по-русски вообще, никогда не были в России и так далее. Это неправда. Да, Грузия хочет, ну, не Грузия, скажем, а правящая власть сегодня хочет в Грузии делать авторитаризм. Авторитаризм, ну, плюс-минус, да, это тоже правда. И что не идет, скажем, ну, не совсем совпадает с нашим понятием демократии, тоже правда. Но тоже, с другой стороны, давайте посмотрим. 26 стран, из которых даже 2, мы говорим Словакию и Венгрию, тоже не очень с нами согласны, да? А весь остальной мир, там, 180 стран, с нами вообще не согласны. Но мы же при этом с вами не ругаем выборы, допустим, в Азербайджане. Или выборы в Узбекистане. А чему мы напали-то на Грузию-то все? Я не нападаю на Грузию. Это просто они, ну, в Грузии получается так, что ну, у них просто то, что видишь в телевизоре, то ты видишь. Но это я совершенно понимаю, что... И потому я говорю, у меня нет объективного видения Грузии как такового. Я был давно в Грузии, но когда я был, ну, там с развитием уже тогда было, ну, так. Ну, так оно... В Грузии очень сильное гражданское общество. Очень сильное гражданское общество. В Грузии люди за политические свободы выходят на улицы. Я не уверен, что в Таллине или в Риге, если примут какой-нибудь закон, люди выйдут 100 тысяч человек на улицу и будут протестовать. Я не уверен. Мы привыкли вот сесть в студии, поговорить или на кухне обсудить. А там очень сильное общество. То есть оно вот реально, причем оно там, ну, где-то поляризовано, где-то нет, но они выходят и говорят об этом. И поэтому это выглядит все как, скажем, как такое необычное для нас поведение.
Но это, для них это обычное поведение. Не, ну, обычное было, если мы смотрим, в Украине тоже был Майдан. Это Да. было, ну, в Украине эти Майданы, они ведь были очередью шли. То есть они очень активно показывали свое И, гражданское мнение о и, том, что и в происходит. Украине сильное гражданское общество. А вот вопрос. Вот вы говорите, что в Грузии они собираются выстроить авторитаризм. Удастся? Ну, я так не сказал, я сказал, что они хотят Хотят, это сделать, но... а удастся, нет, я не могу так сказать. Не, ну, безусловно, сегодня те методы борьбы с оппозицией или с прессой для меня, как для демократа, они мне не нравятся. Это честно. Я бы так не делал на их месте. Но, с другой стороны, это их страна, это их люди, и... Но мы не можем вмешиваться во внутренние дела страны. Это неправильно, когда ты говоришь, а вот вы должны делать так. Почему? Вот почему? Это было бы так, что пришел бы, не знаю, там, премьер-министр, не знаю, Грузии и начал бы учить нас здесь, как нам нужно принимать законы. Ну, ты кто? Но мы можем их учить. Наш министр иностранных дел, за что я его осуждаю, прямо пишет, вот грузины должны делать так, так и так. Он пошел на митинг, он на митинге выступал. Это неправильно. Мы не должны вмешиваться в внутренние дела страны. Это демократия. Люди сами выбрали такое правительство, значит, они хотят такое правительство. Та же история, как с Трампом, например. Да? Мы говорим, ну что это там происходит, как можно было выбрать его? За него голосовали люди, его выбрали так. Значит, люди хотят такого человека. Не надо со своим уставом лечь в чужой монастырь. Не, ну, тут надо справедливости ради упомянуть, что Америка — это очень такая устоявшаяся демократия. И Трамп поднимает все время вопрос о том, что выборы там были фальсифицированы, предыдущие, где он не победил. Насчет этих он помалкивает. Это исторически самая большая победа. Так вот, та проблема с Грузией, тут вопрос, насколько выборы были честными. Я не хочу выдвигать, я вообще не хочу эту дискуссию развивать, были честными, не были. Та проблема, что мы... Хорошее известие, что Латвия, Эстония — это более уже устоявшаяся демократия. У нас все-таки 30 лет опыта демократического. В Грузии, этот опыт еще такой нестабильный, потому всегда задаешься вопросом, а если вдруг все-таки не так, как это преподносит правящая элита, что же людям тогда делать? Брать оружие и отстреливать элиту? Нет. Конечно, я с вами согласен, вмешиваться в чужие дела, это тоже, потому что я всегда мне самому не нравится, когда кто-то нас тут приходит и поучает, пальцем тыкает, и тогда... Знаете, Филипп, я скажу крамольную вещь, я думаю, что это не всем понравится, так сказать, из тех, кто, так сказать, думает про Грузию. В Грузии проблема в том, что проиграла оппозиция. Не выиграла коалиция, правящая, проиграла оппозиция. Такого я там был как раз в этих выборах. Такого безобразного, бессмысленного, неорганизованной оппозиции быть не может. У них там каждая партия в оппозиции была против своей же партии. Если бы они объединились, была бы новая картинка. Но они просто проиграли эти выборы. Они не занимались предвыборной кампанией, они не ездили в регионы, они не говорили с людьми, они ничего не делали. Они просто ходили и в прессе, и на улице. На улице только в Тбилиси, конечно же, где же еще? Удобно, где близко живешь. Ходили и доказывали, что правящая партия не права. Так не делается в демократии. Это огромная работа, вы же знаете, как получить голоса избирателей. Они этим не занимались. Им никто не сказал, что если о Трампе говорить, он пожимал руки, он ездил и жал руки. И 10 тысяч рукопожатий — это минимум, чтобы ты мог квалифицироваться в кандидаты в президенты в США. Им никто не рассказал, что Трамп, наверное, не знает, что он делает, он глупенький, он не умеет предвыборные кампании делать. Они умные, они через соцсети и только в Тбилиси. Знаете, мы построили в Тбилиси, в центре города, у нас новый район большой, и там гольф-клуб входит в 100 лучших гольф-полей Европы. Очень много латышей к нам приезжают играть в гольф. Ваш гольф? Да, в наш гольф, да, с киност-группы, да. Глиси Хиллс называется, да. У нас очень много приезжает. И у нас в гольфе, как на любом гольфе, приходят все, и правительство, и оппозиция, и все. И ты можешь на террасе на гольф-клуба со всеми обо всем поговорить, да. И
ну, я вижу, что они не готовы работать, про правительство говорю, не готовы работать в предвыборной кампании. Они просто... Вот эта вещь, которую они думали, что она само все упадет в руки. А так в жизни не бывает. Вообще в жизни ничего не бывает, если ты не предлагаешь усилий. Ну, это есть то, что мучает демократию, это демотивация политиков. Политики должны быть мотивированы. Они ведь должны быть, готов грызть зубами все, что можно грызть, чтобы победить. И это и есть то. Идти к людям, ехать в самую глухую деревню, с ними там пить вино, я не знаю что, и Абсолютно, абсолютно. уговаривать их за себя Абсолютно. голосовать. Объяснять и показывать и так далее. Да, Да, абсолютно. Но да. то, что и делает бизнес, потому что ты должен все время ты должен думать про своих людей, как заплатить им зарплату, как обеспечить сбыт продукции, как и все остальное. Бизнес это делает 24/7, так сказать, постоянно. А для политиков это такой же бизнес. Они должны работать за свое, так сказать, за голоса избирателей. Пусть и работают. Бизнес. Кстати, у политиков проще. Вы должны локомотивы продавать, а он только продает себя. Я не уверен, что проще, потому что вы видите, что не у всех удается продать себя. Ну и не у всех удается продать локомотивы. Принято. Олеgs Sinovskis, rūpnieks un dzelzceļa būvnieks. Спасибо. Спасибо.